Меня зовут не так, как я скажу. Но пусть будет Андрей. 3 года я сидел за столом, на котором стояли 2 монитора, гарнитура Свен и стакан с холодным кофе. И 3 года я звонил бабушкам. Не своим, чужим. Каждый мой рабочий день заканчивался тем, что где-то в Челябинске, Перми, Ростове или Нижнем Новгороде женщина 65 лет садилась на кухонный табурет, смотрела в пустой экран телефона и не могла понять, почему на ее счете вместо 3 миллионов теперь 0. И почему банк вдруг требует еще 1,5 за кредит, который она сама только что оформила. Она не понимала, а я понимал, потому что это я ей позвонил. И я все это сделал. Сегодня я расскажу вам, как именно, пошагово, со всеми программами, со всеми кнопками, со всеми словами. Потому что если хотя бы одна ваша мама, одна ваша бабушка, одна ваша тетя это услышит, она положит трубку. И у таких, как я, будет одной жертвой меньше. Где находился колл-центр? Все это происходило в одном из городов до 2022 года, крупном промышленном с рекой посередине. На 4-м этаже старого бизнес-центра, где вывеска у входа обещала консалтинговые и информационные услуги. Люди мимо проходили, думали, контора как контора. Кто-то там сидит, во что-то стучит по клавиатуре. Так и было. Стучали. Только не в кассовые аппараты, а в чужие банковские приложения. Помещение было длинное, узкое, с низким потолком. Стены серо-бежевые, покрашенные один раз лет 10 назад. Окна выходили во двор. Между окнами и столами стояли большие вентиляторы, потому что кондиционер работал через раз, а 30 человек в наушниках дышали одновременно. Пол, линолеум, местами потертый до фанеры. Свет — холодные лампы дневного света, от которых к вечеру начинала болеть голова. На каждом рабочем месте одинаковый набор. Дешевый офисный стол, черное офисное кресло, 2 монитора 24 дюйма, системный блок под столом. Внутри обычный офисный компьютер, процессор Intel Core i5, 8 гигабайт оперативной памяти, Windows 10 Pro. Ничего мощного. Мощность была не в железе. Мощность была в том, что стояло на этом железе. 0200 программы. Расскажу подробно. Пропущу, не поймете, как это работает. Первая программа — браузер Google Chrome. Обычный, тот же, что стоит у вас. В нем была открыта постоянно одна вкладка — самописная система управления клиентами. Мы ее называли Атлант. По сути, большая таблица. В ней имя и отчество жертвы, город, номер телефона, дата рождения, последние 4 цифры банковской карты, название банка, примерный остаток на счету, номер паспорта, адрес прописки. Все это было куплено, слито, продано и перепродано 10 раз. У кого-то из бухгалтерии больницы, у кого-то из пенсионного фонда, у кого-то от сотрудника банка, которого поймали и уволили, но данные уже утекли. Вторая программа Zoiper. Это программа для голосовых звонков через интернет. Она подключалась к так называемому SIP-провайдеру. Не пугайтесь этого слова. Смысл простой. У нас была возможность подставить любой номер, который увидит жертва на экране своего телефона. Мы могли набрать бабушку в Челябинске так, что у нее на экране высвечивалось +7 495 550 55 Сбербанк. Настоящий номер горячей линии Сбербанка. 000, копейка в копейку. Она видит Сбербанк. Она снимает трубку, а в трубке я. Из старого бизнес-центра за 2000 километров. Третья программа — простой Excel. В нем лежала база смены, список из 150 номеров, по которым нужно позвонить сегодня. Против каждого номера — статус. Прозвонили, отказ, в работе, дожим, слив. Слив — значит успех. Значит, человек перевел деньги. 4. Google Docs со скриптом. 13 страниц. Все возможные варианты ответа жертвы и наш заранее прописанный ответ на каждый. Если бабушка говорит «я не пользуюсь интернет-банком», есть ответ. Если она говорит «я вам перезвоню», есть ответ. Если она говорит «сейчас позову внука», есть ответ. Скрипт закрывал все. И 5-я программа
самая опасная. Про нее я расскажу отдельно, дальше по истории. Называется AnyDesk, или у некоторых Rust Desk, или TeamViewer. Запомните эти 3 слова. Пожалуйста, запомните. День, который я помню. Была среда, ноябрь. За окном темнело в 4 часа. Смена начиналась в 9 утра по местному, потому что в Челябинске уже был полдень, самое удобное время, чтобы застать пенсионера дома. Бабушки в это время либо только пришли с рынка, либо сели пить чай, либо смотрели по телевизору какую-нибудь передачу про здоровье. Голова у них была теплая, спокойная, доверчивая. В моей смене в тот день была карточка. Тамара Петровна, 68 лет. Челябинск, Курчатовский район, улица Комсомольская, дом 23, квартира 47. 5-й этаж, 9-этажный панельный дом. Двухкомнатная квартира. Она жила одна. Муж, Виктор Николаевич, умер 5 лет назад. Инфаркт. Дочь с зятем и внуком Костиком в Екатеринбурге. Костику 16, скоро 11 класс, потом институт. Именно на институт Тамара Петровна собирала 3 200 000 рублей. Все это было в карточке. Все до последней строчки. Я даже знал, что она бывшая учительница младших классов, 38 лет стажа. И что она всю жизнь верила, если государство или банк что-то говорит, значит, это правда. На эту веру мы и рассчитывали. Я надел гарнитуру, открыл Зойпер. Ввел в поле подстановки номера тот самый номер горячей линии. Нажал вызов. В ее квартире на кухне, где на стене висел отрывной календарь, зазвонил старенький кнопочный Philips. Тамара Петровна отложила очки, взяла трубку. На экране Сбербанк, 4 девятки, не 5 нулей. Алло? Здравствуйте, Тамара Петровна. Меня зовут Николай Александрович Петров. Я старший специалист службы безопасности Сбербанка России, отдел противодействия мошенничеству. Соединение записывается для качества обслуживания. Я говорил ровно, чуть-чуть устало, как человек, который каждый день сталкивается с чужой бедой. Не заискивал, не давил. Просто. Деловито. Так говорят настоящие сотрудники, и мы это отработали. Тамара Петровна, я вынужден вам сообщить неприятное. В настоящий момент, а именно 47 секунд назад, с вашего счета, оканчивающегося на цифры 5428, зафиксирована попытка перевода 850 000 рублей на банковский счет, открытый в городе Грозный. Вы подтверждаете эту операцию? У нее в груди что-то ёкнуло. 850 000. Она четко услышала последние 4 цифры своей карты. Те самые. Значит, точно из банка. Значит, правда. Нет, я ничего не переводила. Я даже не заходила никуда. Тамара Петровна, я вас понял. Не переживайте. У нас есть протокол. У вас ровно 2 минуты 40 секунд, чтобы отменить операцию. Я сейчас переведу вас на оператора отдела блокировки. Пожалуйста, ни в коем случае не кладите трубку. Если вы положите трубку, операция уйдет, и мы уже ничего не сможем сделать. Вы поняли меня? Поняла. Я нажал кнопку «Hold» — пауза. В трубке заиграла настоящая мелодия ожидания Сбербанка. Мы ее скачали из интернета и подкладывали. 15 секунд. Потом трубку взял мой коллега Виталик. Другой голос чуть выше, чуть жестче. По скрипту он теперь был оператор второй линии. 8:00. Тамара Петровна, дежурный оператор блокирующего отдела Игорь Сергеевич. Я вижу ваше обращение, времени мало, отвечайте быстро и четко. Ваши паспортные данные, серия и номер для верификации. Она называет по памяти, потому что учительница всегда помнила номера классных журналов, а свой паспорт тем более. Дата выдачи, кем выдан, прописка она называет. Все сходится, потому что мы уже все это про нее знаем. Верификация была ради иллюзий. Сейчас вам на телефон придет СМС от банка. В нем будет код из 6 цифр. Прошу вас, ни в коем случае никому его не сообщайте. Здесь ловушка. Она слышит.
никому не сообщайте. В ее голове это подтверждает. Значит, человек настоящий, банковский. Настоящий бы так и предупредил. Через 4 секунды у нее пиликает телефон. Реальное сообщение от Сбербанка. Никогда никому не сообщайте этот код. Код 917342. Подтверждение входа в Сбербанк онлайн. Что произошло на самом деле, я вам объясню сейчас. Мы, сидя в своем бизнес-центре, открыли в Chrome сайт Сбербанк онлайн. Ввели ее номер телефона. Банк, как положено, отправил ей код подтверждения, чтобы она могла войти в свой личный кабинет. Только войти пытались не мы, а якобы она. Ей код пришел. Ключ от ее счета в ее руке. Ей осталось только этот ключ отдать нам. Тамара Петровна, СМС пришло? Да, пришло. Прочитайте мне цифры. Только цифры, без текста. И тут тот самый момент. 1-секундный. Если бы она вспомнила, никогда никому не сообщайте. Если бы она сказала «Извините, я не буду». Если бы просто положила трубку. Всего этого бы не было. Но у нее в голове стучало 850 тысяч, Грозный, 2 минуты 40 секунд. И она сказала 917342. Все. Мы вошли в ее личный кабинет Сбербанк онлайн. Мы увидели ее 3 200 000 на вкладе и 1600 рублей на карте МИР. Забрать все сразу мы не могли. Банк не дурак. Перевод на 3 миллиона на чужой счет. Сразу антифрод-система заблокирует. Нужно было, чтобы она перевела сама. С ее приложения, с ее телефона, руками и добровольно. Тогда система пропустит. Это ее деньги, ее счет, ее жест. Значит, надо было залезть к ней в телефон. Тамара Петровна, ситуация серьезная. Сейчас мошенники получили частичный доступ. Чтобы отменить перевод и защитить остальные ваши средства, нам необходимо подключить вас к защищенному каналу Центробанка. Для этого вы установите приложение. Оно называется, записывайте, AnyDesk. Латинскими буквами ANYDESK. Это официальное приложение. Оно есть в Google Play. Вы сейчас на связи с кем? С телефона мне звоните? С кнопочного, у меня Nokia. Черт. Ничего, по скрипту есть и это. А смартфон у вас есть? Есть, Huawei. Дочка подарила. Отлично, возьмите его. Не кладите трубку кнопочного. Смартфон рядом, слушайте меня. Мы будем все делать вместе, шаг за шагом. Она пошла в комнату. В спальне на комоде лежал Huawei P30 Lite. Черный, с трещиной в правом верхнем углу. Уронила прошлой зимой. Она его взяла, вернулась на кухню. Открывайте зеленый значок Play Market. Открыли? Открыла. Наверху, где написано «Поиск», нажмите. Пишите AnyDesk через дефис ANII дефис DSK. Нашли? Оранжевый значок с белой стрелочкой. Она печатала медленно одним пальцем. Нашла. Оранжевый квадратик, название по-английски. AnyDesk Remote Desktop. Как раз то, что нам надо. Нажимайте «Установить». Ждем. Установилось? Открывайте. Что видите на экране? Написано «Ваш адрес». Цифры. 9 цифр. Точно то, что нужно. Прочитайте мне эти 9 цифр, пожалуйста. Только цифры. Медленно. Она прочитала. Я, сидя за своим столом, вбил эти 9 цифр в свой AnyDesk. Нажал «Подключиться». На ее экране выскочило окошко. AnyDesk хочет получить доступ к экрану. Принять? Тамара Петровна, у вас сейчас появится запрос от Центробанка. Нажимайте «Принять». Она нажала. Я видел ее экран. Тут я хочу, чтобы вы поняли, что произошло в этот момент. Это самое важное место во всей истории. С этой секунды я, чужой человек в чужом городе, видел все, что было у нее на экране. Каждое движение ее пальца, каждую иконку, каждое сообщение. Более того, я мог сам из своего офиса двигать пальцем на ее телефоне, открывать приложение, тыкать в кнопки, вводить пароли. Как будто я взял ее телефон в руки. Она сидела на кухне и думала, что помогает банку,
А банк в это время в моем лице открывал ее Сбербанк онлайн, вводил тот самый код, который она мне продиктовала, и заходил в ее вклад. «Тамара Петровна, сейчас на вашем экране будет мелькать, не пугайтесь. Это работает система защиты Центробанка. Она сама проведет транзакцию отмены. Просто не касайтесь экрана, пожалуйста. Ни одной кнопки не нажимайте». Она положила телефон на клеенку и смотрела, как по нему сам собой бегает курсор. Открылся Сбербанк. Открылся вклад. 3 200 000. Кнопка «Закрыть вклад досрочно». Подтверждение. Деньги упали на карту. Затем перевод. По номеру телефона. На чужой счет, оформленный на дропа, молодого парня в Волгограде, который за 5000 отдал свою карту. 3 200 000 ушли в 2 транзакции, по 1 600 000. Антифрод пропустил, потому что жест — ее. Она сидела и смотрела. Но 3 миллиона нам показалось мало. По скрипту, если жертва уже в глубоком трансе, добираем максимум. Виталик снова взял трубку. 16:00. Кредит. Тамара Петровна, ситуация ухудшилась. Мошенники, видимо, готовили атаку заранее. Они уже подали заявку на кредит на ваше имя на сумму 1 500 000 рублей сроком на 5 лет. Если мы ее сейчас не перехватим, деньги упадут вам на счет и будут украдены, а кредит останется на вас. Она уже плохо соображала. У нее дрожали руки. «Что мне делать? Господи, что мне делать?» Единственный способ — опередить их. Мы сейчас оформим этот кредит от вашего имени, но переведем его на защищенный счет Центробанка. Как только следствие закроет дело, вам вернут и деньги, и кредит спишут. Это стандартная процедура. У нас каждый день десятки таких случаев. Вы согласны? Согласна. Она согласилась потому, что уже не различала, кто друг, кто враг. Голос в трубке говорил: «Мы вас спасем». Она за него держалась, как за спасательный круг, а круг оказался камнем на шее. Я, все так же управляя ее телефоном через AnyDesk, зашел в Сбербанк онлайн в раздел «Кредиты». Одобрение. За 2 минуты. Потому что кредитная история чистая, 38 лет стажа, пенсия официальная. 1 500 000 упали ей на счет. И в ту же секунду 2 переводами по 750 ушли на другого дропа, в Ростов. Итого за 12 минут. 3 200 000, ее сбережения плюс 1,5 миллиона, новый кредит. 4 700 000 рублей. Костик не пойдет в институт. Тамара Петровна 5 лет будет платить банку по 34 000 с пенсии в 22. Виталик закончил спокойно. «Тамара Петровна, спасибо за содействие. В течение 48 часов с вами свяжется следователь. До этого момента, пожалуйста, никому, ни родственникам, ни в банк, ни в полицию не рассказывайте о произошедшем. Это тайна следствия. Разглашение сорвет операцию и лишит вас права на возврат. Вы поняли?» «Поняла». Он положил трубку. Я закрыл AnyDesk. Экран у нее погас. Она сидела на кухонной табуретке в теплом халате и смотрела на свой Huawei. Она думала, что ее только что спасли. Она не сомкнула глаз. К 6 утра ей стало страшно. Она позвонила дочери в Екатеринбург. Дочь сначала не поверила, потом закричала, потом побежала к машине. В 8 утра дочь была уже в отделении Сбербанка на Комсомольской. Настоящем, живом. Через полчаса стало ясно все. Вклад закрыт, кредит оформлен, деньги на чужих счетах. Дропы уже сняли наличными через банкомат в Ростове ночью, еще до того, как антифрод сообразил. Полиция приняла заявление, дело возбудили. Через 1,5 года следствие закончилось. Дропов посадили, 2. Организаторов не нашли. Меня не нашли. Тамару Петровну не вернули к тем деньгам никогда. Через 8 месяцев она умерла. Не от старости. Врачи написали «сердечная недостаточность». Дочь сказала мне на суде «от стыда». Меня взяли позже, другой рейд, другое дело. Один из наших сливщиков дал показания в обмен на условку. Так следствие и добралось до офиса. Я получил свои 6 лет. Я их отсиживал и думал про Тамару Петровну каждый день.
Не потому, что я святой, а потому, что понял, ее лицо я так и не видел ни разу. А убил я ее ровно так же, как если бы пришел к ней домой с ножом. Теперь самое главное. Я расскажу вам 7 правил, простых, короткие. Если бы Тамара Петровна знала хотя бы одно из них, я бы к ней не подобрался. Слушайте внимательно, или лучше запишите на бумажке и повесьте на холодильник рядом с телефоном. Всем родителям, всем бабушкам, всем тетям обязательно. Правило первое. Настоящий банк никогда не звонит вам первым, чтобы обсудить ваши деньги. Никогда. Служба безопасности банка не существует как отдел, который набирает клиентов. Если банку что-то не нравится, он блокирует карту и молчит. Вы сами ему звоните, а не он вам. Правило второе. Ни один настоящий сотрудник банка никогда не спросит у вас код из СМС. Никогда. Ни один. Даже в самой сложной ситуации, даже для отмены операции, даже для верификации. Если человек в трубке просит назвать код, это мошенник. Точка. Кладите трубку сразу, не дослушав. Правило третье. Ни один настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас установить приложение для защиты. Никогда. 3 названия запомните и бойтесь их как огня. AnyDesk, RustDesk, TeamViewer. Если вас просят их установить, это преступник. Он хочет залезть к вам в телефон. Отключайте связь. Правило четвертое. Номер, который у вас высвечивается на экране телефона, можно подделать. Это делается за 5 минут в любой программе. Даже если у вас на экране Сбербанк, ВТБ, служба 102, мэрия, это ничего не значит. Верить экрану нельзя. Верить можно только тому номеру, который написан на обороте вашей карты. Только ему. Правило пятое. Настоящий банк никогда не предложит вам оформить кредит, чтобы обмануть мошенников, или перевести деньги на защищенный счет. Настоящего Центробанка счетов для граждан нет. Это выдумка. Как только вы услышали слова «защищенный счет», «безопасная ячейка», «резервный счет Центробанка», вешайте трубку. Правило шестое. Если звонок вас взволновал, если сердце заколотилось, если в трубке торопят, это гарантия того, что вы говорите с мошенником. Настоящие сотрудники банка не торопят. Они не давят на 2 минуты 40 секунд. Спешка — это оружие обмана. Как только чувствуете, что вас торопят, кладите трубку. Все ваши деньги никуда за минуту не денутся. А вот если вы поспешите, денутся навсегда. Правило седьмое, самое важное. Если вы уже сомневаетесь, сделайте так. Скажите вслух: «Я вам перезвоню». Положите трубку. Возьмите свою банковскую карту, переверните ее. На обороте мелким шрифтом написан номер горячей линии банка. Наберите этот номер сами и спросите: «Мне только что звонил ваш сотрудник Николай Петров, отдел безопасности. Такой сотрудник существует?» И вам ответят: «Нет, не существует. И никакой операции с вашего счета не было. И спите спокойно». Я вам еще одно скажу. Пожалуйста, поговорите об этом с вашей мамой, с вашей бабушкой, с вашей соседкой сверху, которая живет одна. Не по телефону, а лично, за чаем, глядя в глаза. Просто скажите: «Мама, если тебе позвонят из банка, положи трубку и позвони мне. Мне, не в банк, мне». И запишите свой номер на большой бумажке рядом с ее телефоном. Мошенники сильны только там, где человек один. Где рядом никого нет, спросить: «Как думаешь, это правда или нет?» Тамара Петровна была одна. Дочь — за 250 километров. Внук — за партой. Никого, кому можно было сказать в ту минуту: «Слушай, мне звонит какой-то Николай Петров. Что делать?» Если бы был, она бы жила. И собранные деньги уехали бы в институт Костику, а не в чужие карманы. Не оставляйте своих одних. Это единственное, что работает против нас. Меня зовут не Андрей, но пусть будет Андрей. Я отсидел свое. Я никогда больше не сяду за тот стол. Но за него уже сел кто-то другой. И он сейчас, пока вы это слушаете, кому-то набирает. Пусть на том конце трубки окажется человек, который слышал эту историю.
и положит трубку. Спасибо, что дослушали. Если хотите, чтобы мы разбирали такие схемы дальше, подписывайтесь на канал «Нити лжи». Ставьте «Нравится», так это видео увидит больше пожилых людей. И, пожалуйста, отправьте эту историю своим родителям или включите им вслух на кухне за чаем. Это спасет кому-то жизнь. Может быть, вашей маме. До встречи!